За всю легендарную карьеру девелопер сделал множество хоррор-игр, но среди них есть и провальные. Сегодня мы поговорим об этом и сделаем некоторые выводы. Всем жителям Ютуба привет! Погнали! Сначала мы начнем с самых успешных и лучших игр девелопер, а потом перейдем к худшим. Лучшей игрой девелопера, естественно, является Granny. В 2017 году выходит игра, которая перевернула мир мобильного гейминга, создала новый стиль игр и даже позволила некоторым студиям построить на этом карьеру. Злая бабушка сбитой Валли держит вас в своем доме. Ваша задача отсюда выбраться, но она все слышит. Будьте тихими и аккуратными, проходя головоломки в течение 5 дней форы. Открывайте новые двери и локации, наполненные новыми врагами. 3 пути побега и множество видов оружия. Крутая игра, набравшая более 100 миллионов скачиваний с отметкой 4.4. Игра, которая просто не могла остаться без продолжения. Granny 2. Сиквел популярного хоррора, вышедший в 2019 году. Мы попадаем в новый дом, который принадлежит далеко не только Валюхе. Теперь за нами будет бегать еще и дед Игорь. Открывайте новые места в этом доме, разгадывая головоломки и встречая новых врагов. Игра получилась ничем не хуже первой части, но, как говорится, продолжение всегда уступает оригиналу. Но игра все же собирает заветные 100 миллионов скачиваний с той же отметкой в 4.4. Триквел был неизбежен. Слендерина The Cellar. В 2014 году выходит, казалось бы, типичная игра про Слендерину, но перевернувшая все. Мы оказываемся в темных подвалах Слендерины, который при любой возможности попытается вас убить своим пронзительным взглядом, от которого нужно уворачиваться. Собрав 8 книг и ключи для открытия дверей, мы, проходя через скримеры, должны сбежать из этого места. Собрав 50 миллионов скачиваний с отметкой 4.2, мы вернемся сюда во второй части. Granny 3. Триквел вышел в 2021 году. Валли Игорь решает перебраться в заброшенный замок, куда заманивают игрока и садят в подвал. Все по старинке, но теперь нам будет мешать еще и Слендерина. Всех собрали, конечно. Сбегите через ворота или метро. Это что, Эд? И в конце Валли Игорь скажут то, что игра собрала 50 миллионов скачиваний с отметкой 4.3. На данный момент мы завершаем официальную трилогию игры. Это печально. House of Slenderina. В 2014 году нам придется попасть в дом Слендерины, на который она накопила со сборов Слендерины The Cellar. Игрок ходит по дому, чтобы найти 8 частей рисунка ключа, и узнаем то, что мама лама лами сыну. Собираем 10 миллионов с отметкой 4.3 и переходим к The Twins. В 2020 году выходит эта нестандартная игра про 2 братьев-воров, которые украли 3 редких предмета. Под угрозой тюрьмы вместо полиции мы идем к ним в логово и будем бегать от Боба и Бака. Но угадайте, с кем они связаны? Конечно же, с Грэнни и Грандпа. Естественно! Игра с красивой попой Боба и график собирает 10 миллионов с отметкой 4.3. Девелопер показал свои возможности. Молодец. Слендерина The Cellar 2. В 2016 году выходит очевидный сиквел популярной игры. На этот раз игра получилась намного разнообразнее. В обновленном подвале мы также будем собирать 8 книг для побега, но нам будет мешать не только Слендерина, но и ее мама и ребенок. Игра собирает более 10 миллионов скачиваний с оценкой 4.1 и теряется навсегда. Слендерина The School. В том же году выходит типичная игра про Слендерину, но в новом окружении. Но на этот раз, находясь в школе, нам нужно собрать 8 предохранителей. И теперь у нас есть запас здоровья, который нужно восстановить с помощью аптечки. Стабильные 10 миллионов скачиваний и 4.2 оценка. Это как типичное аниме, только это пляжный эпизод. Слендерина Айсалим. На данный момент игра была удалена из Google Play, но это не мешает мне рассказать вам о ней. В 2015 году выходит эта игра. Находясь в психбольнице, нам предстоит найти 8 документов и собирать эликсиры здоровья при его недостатке. Мама тоже тут есть. Игра собирает 5 миллионов скачиваний, и скачать ее можно только из Гугла. Слендерина The Forest. В 2017 году выходит одна из моих любимых игр про Слендерину. Путешествуя по лесу, нам придется раскрыть тайну мужа Слендерины, который погиб. С помощью карты мы будем путешествовать по разным постройкам. В конце игры мы узнаем то, что игра собирает 5 миллионов скачиваний с оценкой 4.3. Мне это понравилось. The Child of Slenderina.
В 16 году мы должны убегать от ребенка Слендерины, который готов сожрать тебя полностью. Собирая части ключа, нам нужно исследовать дом и сбежать из него. Ребенок дарит нам 5 миллионов скачиваний и отметку в 4,2 в отзывах Google Play. Слендерина X. В 17 году выходит финальная глава Слендерины. Сколько раз я уже произнес ее имя? Находясь в большом замке, мы должны бегать от Носферату, мамы и самой Слендерины, пытаясь сбежать. 5 миллионов скачиваний и 4,3 оценка. Тут даже босс-файт есть. Лучшее завершение саги о Слендерине. Слендерина 2D. В 15 году мы отправляемся в классическую Слендерину, но теперь в 2D стиле. Игра на разок, учитывая скачивание в размере 1 миллиона и отметку в 4,5. Интересная альтернатива Слендерине. Ну и самая низкорейтинговая игра это... Ну что же, господа геймеры, всех приветствую. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Думаю, вы никак не ожидали увидеть меня на этом канале, но я не мог пройти мимо этого видео и пришел озвучить свой топ игр от девелопера. Ну, это прекрасно. Наверное, это приятнее, чем разбирать игры Kiplerance, да? Возможно. Ну, я жду твоего мнения. Оценивать я буду исключительно опираясь на свою точку зрения. А начнем мы, пожалуй, с самой худшей игры. Помнил игру The Twins, которая была полнейшим провалом девелопера. Понятное дело, что выпуская эту игру, девелопер решил выпустить что-то похожее на бабку Гренни. Игру про близнецов я тоже решил пощадить. Самой худшей игрой девелопера я считаю... Второй подвал Слендерины. Меня всегда бесила эта игра, и это однозначно лишняя часть в саге про Слендерину. Вот мы приперлись в этот так называемый подвал, и нашей целью является собрать 8 коричневых книжек. И все. Вся эта мозговыносящая беготня по подвалу начинает дико раздражать. А какую же игру я считаю самой лучшей? Пришел к выводу, что самой лучшей игрой является... Третья часть бабки. В отличие от своих последователей, в игре приятная на глаз графика, ненадоедливый геймплей, и это единственная часть, где мы можем увидеть особняк наяву. О, интересно. Ну, что ж, спасибо за участие, наверное. Увидимся еще, возможно, в более крупных масштабах. Разберем, так сказать, твою точку зрения про одну прекраснейшую компанию. Все может быть. Спасибо, мы вам перезвоним. О, что это было? Ладно, самая низкорейтинговая игра, которая хоть и легендарна, но не слишком уж и зацепила людей, это оригинал Слендерины из 2013 года. Древняя, старая, пиксельная, но такая теплая. Большего описания я вам дать не смогу. Удивительно, но оригинал всей дальнейшей линейки игр собирает 1 миллион скачиваний с самой низкой отметкой в 3,9 баллов. Что ж, разумеется, история игр Developer, как и его самого, удивительна. Я не считал сегодня платные выпуски некоторых игр без рекламы и не считал их ПК-версии. Но и без этого ясно, что мир игр Developer поистине большой и в первую очередь легендарный. В данный момент неизвестно, чем занимается Developer, где он и планирует ли он создать что-то новое для фанатов. Возможно, он делает что-то крутое, а возможно, из-за проблем в личной жизни он отложил свое хобби на второй план. Хобби, которое, безусловно, поменяло представление о мобильных хоррорах и открыло дверь к новым высотам для других людей и даже студий. Девелопер и его игры настолько легендарны, что сейчас многие фанаты не ждут чего-то нового от Дениса, а сами создают мультиплеер по Гренни, делают высококачественный ремейк и кучу фанатских игр, некоторые из которых заслуживают совершенно отдельного внимания. Нужны ли вообще новые игры от девелопера? Может быть, его главная миссия уже выполнена?